Привет всем, меня зовут Елена, и вы на моем канале. У нас сегодня обзор пластин, который мне прислал магазин с Алиэкспресс у Protego. Опять же, делю видео на две части, чтобы показать вам намного больше, чуть больше, чем, как говорится, обычно при обзорах, чтобы вы могли понимать, что с этими пластинами можно сотворить. Это только мое мнение. Я стараюсь сделать обзор, более максимально раскрыть пластину. Для кого это кажется слишком просто, как я отпечатала и все, то извините. У меня насколько работает фантазия в данный момент, настолько и конкретно, корректно я делаю обзор. Давайте приступим. На обзор мне прислали несколько пластин, и сегодня мы рассмотрим 4. Как всегда, у меня разыгралась фантазия, хотя в некоторых случаях она чуть-чуть тормозила, и я чуть-чуть разогналась. Первая пластина мне понравилась очень, вот эти вот, как они называются, орхидеи. Просто бомбические орхидеи, красивые дизайны. Да, они крупноваты, но чуть позже покажу вам, как я их уменьшила. Надеюсь, в принципе, я знаю и думаю, что многие из вас умеют уменьшать. Так что и в этом видео я это покажу. Тут я оставила все-таки полноценную такую орхидею. Ну, блин, очень они красивые, конечно. И на вторую типсу я отпечатала полный рисунок. И, в принципе, вот и все. Как говорится, как мне уже писали, слишком легко я отделывалась, отпечатала и все. Девочки, стемпинг это и есть, отпечатала и все. Самое сложное, грубо говоря, в стемпинге, что можно сделать, это усложнить сам фон, в принципе. Но в обзорах я вам показываю именно идеи. Я не стараюсь напечатать там 300 дизайнов. Вообще, чего я отчитываюсь? Короче, приступаем дальше. Тут я отпечатала, там такие есть рисуночки, такие как с кружочками. Очень даже интересные такие рисуночки. И вот буквально пару взмахом кисти можно дополнить серебром. Очень люблю, когда что-то там блестит, где-то там сияет. У меня часто в дизайнах я добавляю какую-то блесточку, поэтому у меня их очень много. Мне нравится это делать. Мне кажется, даже какую-то поставить точечку, какую-то запятую, и уже дизайн смотрится совсем по-другому. В этом варианте я просто подчеркнула второй этот дизайн. Я отпечатала чуть со смещением, и все. В следующем дизайне я покрыла базой саму сторону розовую в этом случае. И покрываю также базой. У меня это молочная база от Beauty Lux. Ставлю такие небольшие точки. Я не стала покрывать блоссом базу, чтобы оно все растеклось, а именно, чтобы оно стояло на месте. Хотя этого эффекта, в принципе, на видео не сильно видно, после того, как я начала рисовать рисунок дальше. Но, тем не менее, вживую очень даже симпатичненько смотрится. И чтобы эта полосочка была не слишком скучненькой, я добавила, угадайте чего, серебряную полосочку. Куда ж без нее? Очень люблю добавлять всякие блестюшки. Но кто меня знает, то давно со мной знает, что я как сорока, ворона, люблю блестюшки. И, как я уже много раз говорила, я полюбила этот лак, стемпинг лак с блесточками. Заказала себе еще парочку, ну вот очень-очень мне полюбился. С обратной стороны я его разукрашиваю цветом, который у меня будет фон. И на праймер, который у меня был нанесен уже на типсу и слегка подсох, я отпечатала мой рисунок. Смотрите, как миленько и быстренько, без всякого умения рисовать, можно рисовать. Вот, я беру, отпечатываю и уменьшаю рисунок. Орхидеи просто обалденные. Как плотно вы будете нажимать на эту белую пластину, ну, белую подложку, тем самым больше уменьшится рисунок. Так что можно этот огромный рисунок также уменьшить. Но если кто-то из вас проходит или ходит по чемпионатам, эти орхидеи просто находка. Очень красиво смотрится. Получает такой нежный, изящный рисунок. Приступаем к следующей пластине. Тут такие цветочки, 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 цветочки. Прям цветочки, цветочки. Прям на любой вкус, на любой цвет.
И я думала, долго думала, что ж можно такого придумать, чего у меня уже не было. Это была нелегкая задача. Отпечатала я также этим черным блестящим белым. Мне показалось это не сильно так интересненько. И я отпечатала еще раз. И сверху покрыла лаком, топом для простого лака. И после того, как это все просохло, где-то сохнет оно 10 минут, я перекрываю, рисую гель-краской, гель-лаком того же цвета, который у меня фон. После чего, когда нарисовала пару цветочков, обрисовала, добавляю белый цвет, чтобы более осветлить цветочки, и рисую следующие. И потом уже все это самое дело я уже дорисовала просто чистым белым цветом. И когда вы этот реверсивный стемпинг переворачиваете, получается очень интересная, симпатичная картинка. Также отпечатываю я на праймер, который слегка уже подсох. Лишнее я просто убираю пилочкой. Если на ноготках клиента, то можно убрать ножничками. И опять же добавляю чуть-чуть, совсем чуть-чуть серебра, и все. Очень симпатично смотрится. На видео не так сильно видно, но вот этот черный лак, который с шиммером, он обалденно симпатичный, красивый. Следующая у нас типса. Отпечатаю просто белым лаком цветочки. Ну блин, ну это стемпинг, как еще сложно усложнить. Ну, я считаю, стемпинг для того и существует, чтобы облегчить задачу мастера. Просто нарисовал там тяп-ляп какой-то лепесточек, какой-то сделал фон, отпечатал листочек, цветочек. И вот в этом-то и прикол этого стемпинга, что он уже нарисован. Его надо слегка отпечатать. В этот раз я рисую именно гель-лаком. Сразу после того, как я отпечатала, тут же его фонариком слегка там раз, два, три просушила и наношу на типсу. Потом взяла серебристый цвет. У меня он что-то слегка хреновенько отпечатался, но я подумала, ничего страшного, мне он нужен только как помощь при обрисовке. Я его опять зарисую серебром. И на второй пластине, на втором типсе, чтобы не было скучно, я также отпечатала лепесточки-цветочки. И вот тут я просто делаю прорисовочку серебряной красочкой. И, не знаю, мне кажется, получилось такой нежненький цветочек. Это, конечно, можно нарисовать, но зачем, если есть стемпинг? Я очень полюбила стемпинг. Мне реально, у меня такое ощущение, когда делаешь дизайн стемпинга, как будто ничего не делала. Поэтому я в основном стемпинг всегда дорисовываю. Мне кажется, тогда я хоть чем-то там поставила галочку, типа я рисовала. Но стемпинг для мастера, в наше время, где клиенты не хотят ждать, они тоже любят стемпинг. Быстренько отпечатала и красивенько пошла домой. Ну что, мило же, да? Следующий дизайн. Как я люблю говорить, поделить пластину. Я отпечатала пару цветочков на второй стороне. И смотрите, какая красота получается. Но это стемпинг, это легко и просто. Я не устаю об этом повторять, что стемпинг уже за вас все прорисовал. Не нужно домучиваться. На этом дизайне я отпечатала стемпинг серебром. Мне нужно было просто, чтобы я видела, где заканчивается рисунок. Теперь по рисунку я беру, дополняю цвет моего фона. Делаю это в 2 слоя. Аккуратненько там, не сильно так, как углубляюсь, но обвожу. После этого я стираю мой нарисованный стемпинг, чтобы он мне не мешал и не просвечивался под бежевым лаком. И закрашиваю это все бежевым лаком. Можно это сделать, опять же, в 2 слоя, но мне кажется, я тут сделала в 1, потому что решила, что все равно ничего не будет видно за цветочком, который буду делать сверху. И теперь после просушки я убрала липкий слой и отпечатываю тот же рисунок, который у меня был до того как. И вот так вот интересненько, типа реверсивно получилось. Обвела это все блестюшками. Что же еще? Добавила слегка серединки. И вуаля.
Эта пластина, ну это вообще просто, девочки, бомба. Я когда ее увидела, думала, хочу. Положила, конечно, ее в пластину. Оригинальные, очень оригинальные оттиски. Получается такой именно дизайн просто дерзкий. Тут я взяла, допустим, розовый бежевый цвет, казалось бы, такая нежнятина, но когда отпечатываешь вот этот, как она называется, леска, железка, просто дерзкий маникюр. Так как для меня, мне кажется, это больше дополнение, или вот так вот, или вот как дополнение. Поэтому сильно я там не стала выдумывать дизайны, просто покажу вам, что можно это сделать без всего. Обалденные отпечатки, очень красивая пластина, в принципе, советую. Эту пластину я положила также себе в корзинку и взяла на обзор. Она именно для тех, кто не умеет рисовать вензеля. Для тех, кто умеет, мне кажется, она не нужна, потому что от руки можно нарисовать именно шедевры. Но я подумала, у меня многие девчонки не умеют рисовать вензеля, и если вы хотите научиться, и вам нужна какая-то помощница, вот идеальный вариант. Берете пластину, отпечатываете какой-то дизайн, который вам попался под руку, под глаз, и можно 3D гелем сделать барельеф. Не обязательно его делать, как вот я. Именно каждый вензелек я обрисовываю. Можно просто некоторые это сделать. Дизайнов на этой пластины именно достаточно для выбора. Они не такие большие по размеру. Хватают, чуть позже я покажу, чуть больше, чем наполовину ноготочка. Но тем не менее, даже тот же рисунок можно прекрасненько дополнить. Если у вас нет фантазии, то поверьте мне, берете какой-то дизайн, любой, неважно какой, пытаетесь его повторить, и такой же дизайн просто делаете в 2-3 экземплярах. И таким самым там через год, через 2 у вас появится фантазия. Потому что вы будете сидеть и думать, как же этот дизайн, который вы только что повторили, сделать как-то в другом формате. Тут я взяла этот дизайн, вот показываю, что он, они маленькие, конечно, можно дополнить, допечатать, но зачем? Тут я просто беру, дополняю тем же розовым цветом, который только что рисовала, и рисую вензеля прям поверх уже этих вензелей как фон, и тоже, на мой взгляд, интересный, сложный рисунок. Все дизайны со стемпингом делаются очень быстро. Если вы умеете работать со стемпингом, то любой дизайн занимает пару минут. Потому что там нечего долго делать. Усложнить фон также можно фольгой, также можно растекашками. Я не знаю, там просто безграничное. Также можно пигментами, втирочкой, чем угодно. Фантазии нету, надо развивать. А то, что я показываю, и оно типа скучно, там отпечатала и все, у меня это обзор. Я делаю обзор, показывая вам оттиски. Это самое главное, показать, как пластина работает. А я делаю уже более такие сложные дизайны или некоторые легкие. То, что не все хотят дорисовывать, все хотят просто отпечатать, хотят именно видеть, как эта пластина выглядит, если она будет просто отпечатана. И это немаловажно. В своей работе мастером я тоже просто отпечатываю. Потому что некоторые рисунки им не нужна дорисовка. Они именно самодостаточные. И если я считаю, что рисунок самодостаточный, я его не дорисовываю. Вот, допустим, я отпечатала белый фон. Такие вензелюшки красивые в стиле барокко. Просто сделала полосу сверху. Обалденный. Нежный дизайн готов. Тут такой типа кружочек, и в нем вензелечки. Я сначала подумала его обрисовать, также сделать барельеф блестюшками. Но не сильно я там понимала, куда вести кисть. Как-то я там запуталась. Говорю, именно если вы умеете рисовать вензеля, то это легче сделать от руки. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте, пожалуйста, лайк. Если вам было интересно, поделитесь моим видео. Мне будет очень приятно. Это помогает развитию моего канала. Мне будет очень приятно, если напишите мне комментарий. Хотя бы какой-то.
Если вам не понравилось, можете поставить дизлайк, как вы любите. На этом буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно. До скорых видео. Пока.